Сергей Семенович потеряли. Начальство надо замещать. Дорогие друзья, добрый день. Прежде всего, хочу сказать, что мы с вами... Слышно меня, да? Мы с вами встречаемся в преддверии 8 марта. Праздник очень теплый у нас. В стране всегда отмечают его с особым вниманием к женщинам, ко всем, к мамам, к подругам, к женам, к сослуживцам. Я вас всех поздравляю с наступающим праздником. Он всегда у нас связан с весной, с обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник. Но здесь сегодня вижу и женщин в военной форме. Это значит, что среди нас есть и сегодня на нашей встрече есть и те, кто непосредственно принимает участие в специальной военной операции. Вам особые слова благодарности и низкий поклон за ваш выбор, за то, что вы... Ну и женщины вообще у нас и среди медработников, среди специалистов других направлений воинской службы. Да и на передовой прямо встречаются, и не так редко. Кроме всего прочего, мы с вами находимся в Центре реабилитации Фонда «Защитники Отечества». Евгения вот здесь. Конечно, наверное, это один из лучших, но дело в стране. Но дело сейчас не в этом, хотя это очень важно, и надеюсь, что коллеги из других регионов посмотрят, как это делается в Москве, и будут брать с этого пример. Но дело в том, что на встрече, я так понимаю, что как раз в основном женщины, которые так или иначе связаны с деятельностью этих фондов, так или иначе связаны с деятельностью наших ребят, бойцов, которые выполняют свой долг перед Родиной, перед Россией на линии боевого соприкосновения. Здесь и мамы, и жены, и подруги, наверное, наших ребят. И хочу тоже вам сказать, что, безусловно, мы все это хорошо знаем, во все времена было так, что вот тыл для мужчины, тем более для военного человека, который рискует собой, жизнью рискует, да, тыл – это всегда одна из важнейших составляющих мотивации для того, чтобы воевать, для того, чтобы добиваться побед. И, конечно, уверен, что, как вот в таких случаях говорят, в окопах нет неверующих, также и нет, наверное, мужчин, которые не думали бы о своей семье, не думали бы о своих женщинах, о своих сестрах, о матерях, о женах, о подругах. Это очень важная составляющая всего того, что сейчас происходит у нас в стране, всего, что происходит по направлению защиты интересов России. Я не буду таких длинных речей, монологов произносить. Наверное, будет лучше, если я вас послушаю и по работе непосредственно Фонда «Защитники Отечества», по тем направлениями, которыми вы занимаетесь, ну и вообще в целом по ситуации, которая складывается, к сожалению, иногда складывается и трагически для семей, и для наших ребят, и ранения, и потери, все это связано с боевыми действиями. Все это условия, в которых нам приходится сегодня жить и укреплять нашу страну. Вот, поэтому вы чувствуете это лучше, чем кто-либо другой. Я в вашем распоряжении, если что-то есть, о чем вы хотели бы сказать, а наверняка такое есть. Пожалуйста, слушаю вас. И еще раз поздравляю вас с наступающим 8 марта, с наступающим женским праздником. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, вы абсолютно правы. Здесь присутствуют наши сотрудницы, которые работают в филиалах Фонда «Защитники Отечества». Все они приехали из разных уголков нашей страны. Здесь есть жены, мамы наших героев.
есть и те, кто потерял своих близких. Здесь есть наши подопечные, мы их так называем, действующие военнослужащие, тоже женщины, которых мы хотели бы поздравить. Поэтому у каждой из присутствующих здесь своя история. Всего у нас 3800 социальных координаторов, которые работают у нас в филиале фонда. И из них 700 человек – это непосредственно члены семей участников специальной военной операции. И хотелось бы им предоставить слово, потому что они хотят тоже рассказать свою историю и задать вопросы. Добрый день, Владимир Владимирович. Да. Можно вас попросить прямо в микрофончик чуть погромче, пожалуйста? Я Слугина Алена, я из Республики Мордовия, вдова Героя России, гвардии капитана Слугина Григория. Я хочу немножко рассказать о нашем знакомстве. Познакомились мы с Гришей на едином государственном экзамене. Вскоре Гриша поступил в Рязанское высшее командное училище. И в самом начале нашего общения он мне сказал, что вся его жизнь будет посвящена служению Отечеству. И что большую часть времени он будет проводить на службе. И тогда он у меня спросил, готова ли я разделить вместе с ним его выбор. И я, не сомневаясь, ответила, что да, я готова. С первых дней начала специальной военной операции Гриша в составе 76-й Псковской дивизии принимал участие, выполнял боевые задачи. И товарищи всегда отзывались о нем как о грамотном, ответственном и мужественном командире. И вот в одном из боев он закрыл собою своего боевого товарища. Снаряд, который упал рядом с ними, разорвался, и их засыпало землей. И тогда в том бою они остались живы только вдвоем. Гриша дважды был награжден орденами мужества, медалью за отвагу. И в нашем последнем разговоре он мне сказал, что его награды — это и мои награды. К сожалению, 26 сентября 23 года Гриша погиб, исполняя свой воинский долг. И только спустя год я нашла в себе силы идти дальше. Я решила вернуться в свою родную республику. Сейчас я работаю в фонде «Защитники Отечества». Я помогаю таким же, как и я, семьям погибших, ветеранам боевых действий. И для меня огромная ответственность нести гордое звание своего супруга, супруги Героя России. И работа в фонде «Защитники Отечества» — это и продолжение дела моего мужа служить Отечеству и народу. Во-первых, должен сказать, что 76-я Псковская десантная дивизия, она укомплектована теми людьми, которых мы называем элитой вооруженных сил. Они и сегодня воюют в высшей степени достойно, мужественно и героически. И, видимо, ваш муж оказался там не случайно. С ребятами работают, отбирают их туда, и они оправдывают свое предназначение. Конечно, к сожалению, вот такие трагедии происходят, без них не обходится ни один вооруженный конфликт. Но нам с вами очень важно помочь тем, кто нуждается в поддержке. Это имею в виду и ребята, которые получили тяжелые травмы, и помочь семьям. Вот мы сейчас только что разговаривали, здесь очень правильно была идея у Ольги. Нужно, конечно, на первых этапах, прямо с первых дней, оказывать самые разные виды, в том числе, возможно, психологическую помощь родственникам пострадавших ребят, тем более погибших. Вы делаете это очень правильно. Это, во-первых. Во-вторых, то, что здесь все присутствующие занимаются этой работой, это чрезвычайно важно для всех. Прежде всего, конечно, для
для наших ребят, которые воюют, для членов семьи, потому что ваша сопричастность, прямая личная сопричастность к судьбам людей, а вы, надо прямо сказать, не хочется употреблять это слово, но тем не менее, вы пострадавшие же тоже, понимаете, вы вот как раз те люди, которые через это прошли, через свое сердце все пропустили. И очень важно здесь доверие, доверие тех, с кем вы работаете. И то, что вы продолжаете эту работу, несмотря на тяжелую такую психологическую травму, это очень здорово, и это очень важно. И я хочу вас за это поблагодарить. А у вас, вы вернулись в Мордовию? Да, я вернулась в Мордовию. А где вы жили? В Псковской области, в Пскове. В Пскове жили, Да. прям там рядом. Мы только переехали в Псков, и в сентябре переехали, а в феврале началась специальная военная операция. После гибели супруга я еще год жила в Пскове. Потом Там где вы живете, в Мордовии-то? в Саранске. А? В Саранске. В Саранске, да? Нет, там что, у вас квартиры? Как? Да, квартира. Квартиры, да. А родители вашего мужа? Они живут в селе, где родился мой супруг. Это где? Там же, в Мордовии? Да, в Ардатовском районе. Как у них дела? У них? Бытовые условия там у них, у родителей? Все есть, спасибо. Да. Нормально. И ваше основное место работы в фонде, да? Фонд защитники Отечества. Понятно. Ясно. Глава республики нас хорошо поддерживает, помогает. Да, я с ним разговаривал не так давно. Я знаю. Вам спасибо. А Спасибо. какие-то, может быть, есть пожелания по организации работы фонда? Или все там в целом налажено? Все налажено. А здесь вы посмотрели, походили? Да. Да? Ну, здесь, наверное, так круто, да? Это Сергей Семенович. Да, Сергей Семенович. Но вы знаете, что вот вы здесь побывали и посмотрели, и видите, как организовано. Главы регионов не потому, что им что-то там жалко, что-то они не сделали так, как здесь. Пример нужно это тиражировать. Вот вы вернетесь на места. Наша встреча сейчас будет прозвучит. Коллеги мои в регионах это увидят. Они с удовольствием будут помогать организовывать так, как сделал у нас здесь, в Москве, Сергеем Семеновичем Собяниным. Только нужно подсказать, что конкретно. А я попрошу, чтобы они с вами обязательно встретились и с вас сняли эту информацию по поводу впечатления от московского филиала. Добрый день еще раз. Меня зовут Анна Гочерова, я из Белгородской области, живя на приграничье и ощущая вот всю обстановку. В сентябре 22 года 3 мужчин нашей семьи ушли на СВО. Первый супруг, ветеран боевых действий, участник чеченской кампании, затем ушел супруг младшей сестры и через неделю ушел брат. 6 декабря 22 года брат, к сожалению, погиб, награжден орденом мужества. А я с 1 июня 23 года возглавила филиал Фонда «Защитники Отечества». Переход, честно вам скажу, был очень тяжелый, потому что первый рабочий день совпал с событиями. Начался интенсивный обстрел нашего города. Я работала в администрации заместителем главы администрации Шебекинского округа. Вот. Да. И я не могла принять, что я должна в этот момент, в эту тяжелую минуту оставить своих коллег, свою команду, с которой я работала много лет. Помогала размещать людей, эвакуировали, расселяли в другие регионы. И вы знаете, только со временем, через несколько дней пришло понимание, что ведь моя помощь должна быть в другом. Я должна забрать на себя все семьи участников СВО, окружить их заботой, вниманием, тем самым дав возможность, освободив другие структуры, чтобы они работали там. Так началась моя новая жизнь. Это не работа, это реально жизнь, это миссия, данная Богом. Ну да, вот вы сейчас точное слово нашли. Это миссия, данная Богом. Но у вас был еще опыт административной работы, Да. Поэтому вы сориентировались в этом. Да. Да, потому что там в таких ситуациях и в таких местах информация как снежный ком или как водопад. Не Да. знаешь, куда бежать и что делать. Я прекрасно понимаю. А вы смогли сориентироваться именно в силу того, что у вас был опыт административной работы. Скорее всего, да, это помогло. Точно, так и есть, конечно.
Мы очень много помогаем ребятам, это и протезирование, реабилитация, адаптация, но самое важное, как я уже говорила, найти им свое место в жизни, помочь им с работой, может быть, открыть свое дело. И в 2024 году по инициативе нашего губернатора мы начали реализацию проекта «Время своих героев». В рамках этого проекта мы обучали ребят предпринимательской деятельности. По итогам проекта была защита бизнес-проектов, и они получили грантовую поддержку на развитие своего бизнеса. У нас замечательно есть проект «Социальные контракты». Семьи у нас с доходом ниже прожиточного минимума получают финансирование на открытие ИП, ведение ЛПХ. Но, к сожалению, наши ребята, которые вернулись, они получили выплаты по ранению, выплаты при увольнении. Они не подходят под эту категорию. Не подходит под категорию Прожиточный минимум. нуждающихся. Да. Они не признаются малоимущими. И вот возможно ли, чтобы часть вот этих средств было либо квотированием для таких семей, либо выделен в грантовую поддержку? Потому что многие ребята не хотят возвращаться на прежнее рабочее место. Они стали более уверенными и готовы к открытию и ведению своего бизнеса. Анна, а как по батюшке? Михайловна. Анна Михайловна, вот вы правильно сказали, это направление работы было придумано еще несколько лет назад, в ковидной ситуации, чуть раньше даже мы такое направление деятельности начали развивать, поддержка малого предпринимательства для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, имеют доход ниже прожиточного минимума. Действительно, ребята наши, которые с фронта возвращаются, по эту категорию не попадают. Но это не значит, что для них не может быть организована работа, о которой вы сейчас сказали, по соцконтракту. Потому что на самом-то деле они ведь тоже в непростой жизненной ситуации, особенно если ранение тяжелое получили. Поэтому здесь отдельно, мне кажется, создавать ничего не нужно, никаких там отдельных грантов, чтобы не утяжелять всю эту структуру, а то сейчас ведь там появится начальство, там, кабинеты и так далее. Но можно в рамках этой программы по соцконтракту выделить отдельные направления и просто увеличить финансирование. Мы это сделаем. Мне, честно говоря, я уже вижу, что мы правильно сделали с вами, что встречаемся. Почему? Потому что вы это сталкиваетесь в жизни и оттуда получаете вопросы и проблемы, которые надо решать. Со стороны просто до этого не додуматься, понимаете? Но есть и работает, а действительно она же только распространяется на тех, кто доход маленький имеет. Программа работает в целом хорошо. Для этой категории людей, у которых доход ниже прожиточного минимума. Она в целом работает хорошо. Там она по разным направлениям делится, но почти 50% всех выделяемых ресурсов люди берут на то, чтобы открыть свой небольшой бизнес. И это, как правило, получается. Поэтому, конечно, для наших ребят, там 350 тысяч, по-моему. 350, да, на ведение ЛПХ 250. Да. Поэтому и для ребят наших, которые возвращаются с линии боевого соприкосновения, точно нужно сделать отдельное направление. Мы так и сделаем. Спасибо. Я пометил здесь. Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Линник Наталья, я из Донбасса. Я мать 3 детей. Я социальный координатор фонда. В 2014 году украинская власть запугивала нас тем, что наши дети будут сидеть в подвале. Мужчины моей семьи сказали: нет, этого не будет. Мой брат, мой муж шахтер, встали на защиту Донбасса. В 2015 году, к сожалению, мой муж погиб. Мой брат продолжал служить, имея 24 осколка неоперабельных, из них 4 в голове, он продолжал служить. В 2022 году он получил очередное ранение и скончался. Мой сын, студент, в 2022 году пришел в военкомат и был мобилизован и стал на защиту Донбасса.
Благодаря вам, вашему указу, студенты были Вернули. вернулся к учебе и закончил образование. А какой вуз или что? Туган Барановского в Донецке. Мы очень вам благодарны за создание этого фонда, за то, что я могу помочь таким же семьям, как моя. К нам приходят ребята, которые служили с 2014 года по 2022. Это ребята, которые не достигли до 30 лет. Они имеют боевой опыт. Они ведь имеют удостоверение ветерана боевых действий, но придя в военкомат для получения военного билета российского формата, им выдают повестку на срочную службу. По-женски, мне кажется, это несправедливо. И еще последним совместным решением нашим с мужем было усыновить ребенка, от которого отказались родители. Мой муж погиб, но я все равно оформила опеку над ребенком. И так в моей семье появилось 3 детей, 2 сына и дочь. А мой младший сын Виталик, я не могу на него сказать, что он опекаемый. Это мой сын. Поделился со мной, что у него есть 2 мечты. Первая мечта – это чтобы скорее наступила победа. А вторая мечта – встретиться с президентом. Владимир Владимирович, помогите осуществить мечты моего сына. Да. Что касается первой, то мы все с вами это делаем. И вы тоже. Вот я хочу это прямо сейчас это сказать. Потому что ваша работа тоже приближает победу. Спасибо. Нет, вот чтобы было понятно. Вот это так и есть, это не преувеличение. Потому что ваша работа, она способствует сплочению общества вокруг наших ребят, которые воюют, вокруг Родины. Вот ваша работа нацелена на это и решает эту задачу. А это важнейшее условие для достижения успеха. Вот говорю совершенно ответственно. Я сейчас не хочу вдаваться в историю далеко, но в России этого не получилось в период Первой мировой войны. Общество начало разваливаться. Сейчас не будем говорить, по каким причинам. Но то, что страна наша не добралась до победы всего несколько месяцев, было связано с разложением общества. А ваша работа, ваша позиция, что самое главное, она сплачивает страну. Это одно из основных условий для достижения успеха. Вот. Поэтому обязательно встретимся. Спасибо. Когда я скажу коллегам, Анна Евгеньевна проконтролирует, мы это сделаем обязательно. Значит, как зовут вашу? Наталья. Нет, Виталик. вас, да, сын. Виталик. Виталик. Сколько ему сейчас? 11 лет. Отлично, договорились. Спасибо. Да. Да. Аня, мы давайте так и сделаем. А вы знаете, что какое мероприятие? Очень простое. День Победы. Вот это Да, все отлично. День Давайте. Победы, это вообще День просто... Победы, парад и встреча. Да? Договорились? Договорились, так и сделали. Вот, по поводу повесток на срочную службу, ну это, конечно, ерунда. Но вы знаете, что ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий. Но повестки на срочную службу тоже, наверное, это лишнее. Для тех, кто уже побывал на фронте. Да. Я пометил для себя, мы этот вопрос Спасибо большое. решим. Благодаря фонду когда пришла работать, я чувствую себя дома. Мгм. Это Я очень понимаю, многое. Я понимаю. Да, я понимаю. Спасибо. Когда потеряли близких, здесь вы, востребовано, вы напрямую работаете с людьми, и они наверняка вам благодарны, это 100%, правда? Отдача чувствуется, и это очень важно, я понимаю.
Так, пожалуйста. Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Гришанова Светлана. Я прибыла из города Биробиджан, Еврейская автономная область. Я мама 2 дочерей и 2 замечательных внучек. Я ветеран, военный пенсионер, ветеран Вооруженных сил Российской Федерации, ветеран боевых действий. За моими плечами многолетний стаж в Вооруженных силах более 25 лет. У вас лично? Да, у меня лично. А где вы служили? Начиная с 1995 года я служу в Вооруженных силах в должности фельдшера, я медик, прапорщик. И с начала специальной военной операции в 2022 году я посчитала своим долгом, что я должна стать участником и помогать нашим ребятам. У меня получилось только в 2023 году. Я заключила контракт и убыла в зону проведения специальной военной операции. Была фельдшером отдельного батальона, выполняла задачи по сохранению жизни и здоровья наших военнослужащих. Повседневная жизнь никуда не делась, люди также болели. Участвовала в эвакуации раненых. И вот мы все с разных регионов. Служа в одном подразделении, мы все с разных регионов. И как-то обсуждая, как мы придем домой, да, как наши семьи, как поддержка государства, и мы поняли, что региональные меры поддержки в разных регионах различные. Было бы очень хорошо, если бы определить базовый набор социальных мер поддержки, чтобы касалось это ко всем регионам, то есть единый набор, который не требует больших финансовых вложений, но очень значим для всех категорий военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, членов их семей. Ну, например, это может быть бесплатное питание с 1 по 11 класс, первоочередное зачисление в детские сады, школы, спортивные секции, обязательно психологическая помощь, не только вернувшимся ребятам, но и членам семей. Ну, это бы, конечно, очень помогло и как самим военнослужащим, так и членам семей. Вы знаете, Светлана, да? Ну, мы все видим, что в целом в регионах Российской Федерации эта работа развернута. Да. И губернаторы очень живо откликаются на все потребности семей, военнослужащих, самих военнослужащих, когда они возвращаются. Но, конечно, на фоне такой достаточно серьезной поддержки с федерального уровня, на региональном, может быть, не всегда все выглядит так солидно, но все-таки, на мой взгляд, это имеет значение, региональная поддержка. Да. Когда в разных, не потому что кто-то жадничает, здесь я уверен, дело совершенно не в этом. Я вижу, как коллеги работают, руководители регионов России. Они с душой работают, и я практически не знаю никого, кто бы не обращал на эту тему внимания. Все заряжены, и все стараются по максимуму создать условия для членов семей, для самих ребят, которые возвращаются, допустим, из зоны боевых действий. Но действительно в каждом регионе по-разному. Можно ли совсем все одинаково сделать, я не знаю, но точно совершенно можно заняться обобщением того, что происходит в регионе. Да, какой-то стандарт. Да, совершенно базовый верно. стандарт, который Полностью. бы относился ко всем регионам. Да, согласились. Потому что здесь детские сады, школы. У нас и так есть уже льготы для ребят, которые возвращаются, которые хотят учиться, и для членов семей. Во-первых, берут ребят наших бойцов на бесплатное обучение, переводят с платного на бесплатное, создают условия для того, чтобы поступали в учебные заведения, причем высшие и в средние и так далее. Преференции при оформлении в детский сад, и в школу, и так далее. Сергей Семенович, Сережа, можешь перечислить? Наверное, у тебя там сейчас... Но ясно, что везде по-разному. Согласен с вами в том, что нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. Да? Да. А потом к этому стандарту можно уже еще что-то добавлять, то, что коллеги в регионах посчитают
целесообразным и важным именно для этого региона, да? Сергей Семенович, давайте. Да, Владимирович, я поддерживаю эту идею. Мы и на Госсовете, на комиссии Госсовета обсуждали с коллегами. Конечно, нужен базовый какой-то стандарт, но при этом надо дать возможность регионам, если они что-то, исходя из специфики региона, возможности региона добавляют, то им тоже запрещать не надо. Но как базовый стандарт, если там, к примеру, год тому назад это было сложно определить, потому что система была еще не адаптирована. Сегодня в большинстве регионов базовые вещи есть, их можно легко закрепить как стандарт, который как бы гарантией был на региональном уровне. Мы так и сделаем. И вот сейчас то, что вы сказали, проговорить на Госсовете, это точно Госсовет, это такая, видимо, в курсе, да, такая структура, где мы регулярно собираемся с руководителями регионов Российской Федерации. Там есть у нас специальные группы, которые работают по отдельным направлениям. Обязательно попрошу коллег, которые с этой работой связаны, чтобы они и провели эту работу. Спасибо вам большое, Владимир Вам Владимирович. спасибо за идею. Идея хорошая, правильная, абсолютно согласен. Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Хотелось бы сказать вам огромную благодарность от лица всех присутствующих за то, что мы можем с вами побеседовать, и очень надеемся, что вы выслушаете истории каждой из нас. Я Дорохина Ольга Валерьевна, жена офицера, мама героя России Дорохина Владислава Александровича, погибшего 21 июня 2022 года на Угледарском направлении. Мой сын служил по контракту на Черноморском флоте. Но когда началась специальная военная операция, он написал рапорт о переводе его в 810-ю бригаду морской пехоты и отправился в зону СВО. Он погиб, защищая, прикрывая, дав возможность отойти своим товарищам, сымитировал сдачу в плен и взорвал себя 2 гранатами вместе с врагом. Все ребята остались живы. Герой настоящий. Ну, не зря вы присвоили ему звание Героя России. Он не мог поступить иначе, он рос в семье офицера, он, можно сказать, с молоком матери впитал любовь к родине, уважение к форме, патриотизм. Сколько лет ему было? Ему был 21 год. Он всегда хотел быть военным, ну, у него всегда был живой пример перед глазами папа. Я очень долго не могла прийти в себя. Спустя 2 года, наверное, я нашла в себе силы. Можно сказать, цель в жизни – это помогать семьям участников СВО. И сейчас в составе региональной общественной организации «Жена и мать Героя Крыма», конечно, при поддержке главы республики, мы проводим очень много, можно рассказывать, но в общих словах мы проводим мероприятия патриотической, психологической, правовой направленности. Одним из последних новых наших направлений – это помощь детям, оставшимся без попечения родителей на исторических территориях. И можно сказать, что уже было несколько поездок, мы будем дальше, но в самой первой нашей гуманитарной поездке в Херсонскую область мы там нашли свою дочку. Сейчас она уже в семье, пока что под опекой. Мы над этим работаем, но для нас это солнышко наше. Это, понимаете, в нашу семью вернулся... Сколько ей? 4 годика. В нашу семью вернулся кусочек счастья. Есть и младший сын, ну, у Владика еще был брат, ну, он уже подросток такой, это вот кого понянчить, кому еще подарить любовь и ласку, потому что подросткам они уже самостоятельные, взрослые. Вот. Хотелось бы выразить вам слова благодарности за то, что благодаря фонду, всем мерам поддержки. Вообще мы, мамы, жены, семьи участников СВО и сами участники СВО, ветераны, мы чувствуем заботу и внимание от государства, что мы не одни, мы не брошены. И благодарность очень просили передать благодарность от всех крымчан за крымскую весну в связи с предстоящей годовщиной 11 лет. И мое предложение в дополнение вот к Светланиным мерам поддержки на своем примере. Вот, Владиславу был 21 год. К сожалению, он не успел создать семью, завести детей.
Но у него остался брат. Родной, единокровный брат, который юридически не является членом семьи погибшего. На него не распространяются меры соцподдержки. Такие, ну, даже те же самые, там, ну, не на нашем примере, ему уже 15 лет, но садик, там, питание в школе, детский оздоровительный лагерь, ну и поступление, преимущественное поступление. И еще одна категория наших граждан – это несовершеннолетние дети, не родные нашим бойцам, которые воспитывают детей, ну там от жены, от первой пасынки. Они тоже воспитываются как родные дети. Я тоже воспитывалась отчимом. И я считала себя родной. И получается, один ребенок едет в лагерь, а второй не едет, потому что он, ну, юридически не успели его, допустим, боец усыновить. Разделение. То есть там не было юридического усыновления? Да? Ну, юридически не было, а фактически это одна семья. Родной ребенок и как бы пасынок. Да. Да. Хотелось бы, это просто огромный, вернее, запрос от огромного количества семей. Ну вот по поводу, да, несовершеннолетних братьев и сестер, ну не знаю, хотя бы погибших членов, Да, ну и вас. послушайте, значит, а вот что значит на него не распространяются? На Но брата? он не имеет никаких льгот, он не имеет льгот по питанию в школе. Он не... На семью же распространяются? Он не является юридически членом семьи погибшего. Братья и сестры не являются. Вот, допустим, у нас в республике, благодаря Сергею Валерьевичу, дети, там, пасынки, братья, сестры, наши дети ездят. Но в основной своей массе по стране они не имеют юридического статуса. Они не относятся к членам семьи. Ну, хотя бы несовершеннолетние дети, согласитесь. Но брат, вот в нашем случае, Герой России, мы узнавали в школе по питанию, нам сказали, он брат, он не ребенок героя. Поступление точно так же. Нет, В ручном в режиме, да. Я понял. решаются. в ручном режиме, в понял. регионе в нашем, ну, Честно говоря, у нас даже- решается, но это только вот в ручном режиме, в индивидуальном порядке. Потому что законодательно это не предусмотрено. Вы знаете, ну, во-первых, хочу сказать, что 810-я бригада, где ваш сын служил, вот, она вот Легендарно. легендарная. Ребята, вот сейчас они на очень важном участке воюют, на очень важном направлении в Курской области. В сложных условиях идут вперед, несмотря ни на какие трудности. Вот Да. они каждый день выполняют боевую задачу. Но он был моряк, который перевелся в 810-й. То есть Да, я понимаю. мы его Мог бы- относим и к морской пехоте, и к Черноморскому флоту. Ну вот видите, там подбираются такие ребята. Да. Вот мы сейчас с вами сидим, значит, разговариваем, и чай стоит. А они там, Вот прямо в эту минуту ребята воюют я и понимаю. выполняют сложные очень боевые задачи. Они прямо в эти дни идут вперед и каждый день освобождают кусок за куском нашей земли. И это, знаете, это говорит о том, что и ваш сын не зря свою жизнь на Родину отдал, понимаете? Не зря. Потому что все, ради чего он боролся, все оно двигается, идет вперед и реализуются те цели, которые и он, будучи совсем молодым человеком, тоже, судя по всему, перед собой ставил. Знаете, можно я чуть добавлю? Наверное, для нас, особенно семей погибших, финальная точка, мы очень ждем победу. И мне кажется, что наши сыновья упокоятся окончательно, когда наступит мир. Но только мы должны дойти до конца. Мы не должны никому уступать. Мы не собираемся этого делать. Спасибо. Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую Безопасность. перспективу спокойствие для нашей страны. Да. Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим. И свое не свое отдадим. не отдадим. И нам нужен такой вариант, вот именно такой, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности. Вот. Значит, спасибо, Ольга Валерьевна, что вы обратили внимание на
на вот эти вещи, я уверен, что это, понимаете, такие тонкие вещи, они в голову не приходят сразу. Да, да. Это просто вот тем, с кто опытом, пишет с опытом. правила, законы, они только это в жизнь дают. Вот то, что вы сказали, что на брата не распространяются какие-то меры поддержки, ну это какая-то ерунда. Да, Все- ему 15 все- лет, все ну хотя бы диск- на несовершеннолетних детей, Ну ну, да. братьев, На сестер. поступление. Ну, Да. почему? Вот он сейчас поступать будет. Сейчас. Да, значит, и что касается неусыновленных детей, но которые были членами семьи, ну, согласен тоже полностью. Да. Здесь существуют общепризнанные в любом правовом режиме способы доказывания, но это если есть такая формулировка жили, вели общее хозяйство для мужа и жены, так? Ну, да. Но здесь то же самое. Обязательно это посмотрим. Ну, обязательно. Да. Анна Евгеньевна, вы тоже пометьте для себя. Потом поговорим на это. Да, на мы это пометили, но еще раз подчеркну, это семьи, которые живут в узаконенном браке. Да, я понимаю. Ну, допустим, есть ребенок от первого Да, брака да. у кого-то, у женщины, может быть, ребенок от первого брака. Конечно. Именно это имеется в виду. Да. Я так и понял. Вот у женщины может быть ребенок. Может быть, просто, ну, волной Да. испугались. От первого брака есть ребенок, да, но он мужем не усыновлен. Да, единокровные братья и сестры. Да, или братья. Я понимаю. Я пометил себе обязательно. Спасибо Доработаем. большое. Спасибо. Доработаем обязательно. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здрасте. Я Надежда Цыганова, город Псков, социальный координатор Фонда «Защитники Отечества». Мама 4 детей. Извините, еще раз, как вас зовут? Цыганова Надежда. Мама 4 детей, хоровой дирижер, вокалист и с недавних пор вдова. Вдова погибшего в 22 году полкового священника 76-й дивизии Александра Цыганова. Мы с мужем встретились в 2008 году под сводами Троицкого кафедрального собора города Пскова, а провожала я его под сводами воинского храма Александра Невского. В общем-то, с воинами и было связано все служение моего супруга. Он в этом видел для себя огромный смысл и везде был с ними, и словом, и делом. И не будучи десантником, он прыгал с парашютом, с перворазниками и десантировался на Северном полюсе с разведчиками. И в итоге вообще вошел в команду ЦСКА по парашютному спорту. Вот к концу его жизни у него было 295 прыжков. Конечно, когда началась СВО, вообще не стояло вопроса, где ему находиться. Я в апреле родила ребенка, он познакомился с малышом и уехал в командировку. Он вместе с десантниками, с ребятами, да, из Да. Псковской дивизии? Да, 234-й полк, тоже имени Александра Невского. Ага. И вот несколько командировок у него было, и в ноябре 22 года он погиб. Он награжден орденом мужества посмертно и орденом Дмитрия Донского первой степени. Когда супруг умер, я для себя как-то поняла, что мне становится легче, если я могу кому-то помочь. И я даже просила Бога, чтобы Он посылал мне людей, ситуации, где я могла бы быть полезной. И вот в 23-м году я стала сотрудником фонда. У нас выстроилась определенная система работы в очень тесной связке с Псковской епархией. Священнослужители окормляют духовно семьи военнослужащих. Это семьи, где и ждут своих мужчин, и где их потеряли. Идет обучение священников Псковской епархии правильной работе с такими особенными людьми. И еще одна категория такой заботы псковских священников – это сами сотрудники фонда, потому что
на этих людях лежит просто колоссальная нагрузка психологическая. Вот. И, Владимир Владимирович, у нас в семье есть очень дорогой, трогательный момент, которым я бы хотела с вами поделиться и со всеми присутствующими. Отец Александр, когда был в командировке, он прислал нашему 5-летнему сыну замечательное стихотворение. Я, с вашего позволения, хочу его прочитать в память и в честь наших великих мужчин. Позволите? Пожалуйста. Я встану, потому что это сидя нельзя читать. Чтоб быть мужчиной, мало им родиться. Чтоб быть железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разбиться и как руда пожертвовать собой. Какие бури душу захлестнули, но ты солдат, и все сумей принять. От поцелуя женского до пули. И научись в бою не отступать. Готовность к смерти тоже ведь оружие. И ты его однажды примени. Мужчины умирают, если нужно. И потому живут в веках они. Спасибо. Спасибо. Это он вам прислал прямо из зоны боевых действий, да? Да, он нашел где-то сборник стихотворений в каком-то разрушенном здании и прислал. И теперь это стихотворение живет в нашей семье. Такое оно у нас сакральное. Это стихотворение Михаила Львова, поэта времен Великой Отечественной войны. Слова такие, конечно, поразительные. Точно. Принять все от поцелуя женского до пули. Да. А как у вас дети-то устроены? 4, да? 4, да. Все хорошо. Все у нас Вам в таком бытовом плане хорошо. епархия помогает? Да, епархия помогает, конечно. Еще Тихон помогал? Ой, владыка Тихон принимал очень активное участие в жизни нашей семьи, самое деятельное. Он был всегда вот в контакте и спрашивал, как мы. Ну и действительно, он помогал и дом достраивать вместе с губернатором, с нашим. Они как-то вдвоем так взяли нашу семью под опеку, и Все нормально. Все хорошо, да. Спасибо. Ну, вы знаете, да, сейчас, прямо надо сказать, противник предпринял попытку покушения и на жизнь владыки Тихона. Да, у нас Псковская область гудит, потому что все знали этого человека, конечно. Добрались до священника. Хотя он ни с кем не воюет, в отличие от вашего супруга. Да, ну ладно, это отдельная тема. Вы работаете в фонде, да, филиале? Да, я работаю в фонде. Ну, у меня кабинет свой мы оборудовали в епархиальном управлении. Мы встречаемся там с женщинами. Батюшка приглашается, за фондом закреплен священник определенный, их 2 сейчас. У нас чаепитие, разговоры, какие-то поездки паломнические для соцкоординаторов устраиваем. И приглашали, ну, такие своеобразные семинары у нас были из Москвы, какие-то именитые священники, связанные с вооруженными силами. Приезжали, тоже давали свои какие-то напутствия батюшкам нашим. Святейший патриарх Московский всей Руси, он тоже обращался ко мне неоднократно, мы с ним регулярно встречаемся, обращался ко мне с вопросами, связанными с поддержкой священнослужителей, которые находятся в рядах вооруженных сил. И не только православные, но и мусульмане, и буддисты, и иудеи там есть. Значит, вот какие-то, может быть, в этой связи у вас вопросы есть, нет? Что Владимир Владимирович, мы с Анной Евгеньевной это все прямо очень быстро уже порешали. Вы просто отвечаете как солдат, как военнослужащий. Нет, на самом деле я была поражена таким откликом быстрым на нашу проблему, о которой мне сказал вот председатель военного отдела в епархии, отец Алексей, который, кстати, встал на должность именно моего мужа, тоже в 234-й полк. Я ему прям позвонила, говорю: отец Алексей, вы в Пскове? Нет, я не в Пскове, я там. Да, они воюют. Да. Они круто, сильно воюют. Я знаю, 234-й. Да. И он
сказал: передай, пожалуйста, Верховному от всех нас, от всех священников, что мы желаем ему помощи Божьей и сил выстоять, несмотря ни на что. Спасибо, спасибо. Главное, чтобы ребята выстояли. Мы с вами не подведем. Да. Спасибо большое. Спасибо вам. Добрый день, Владимир Владимирович. Пожалуйста. Федосова Татьяна, филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Смоленской области. Мой муж – действующий военнослужащий, ветеран боевых действий, участник СВО с самых первых дней, с самого начала. Сейчас находится на Курском направлении. У нас 3 детей. Смоленск – это самый древнейший, один из древнейших городов в нашей стране. Город Щит. Смоленск – родина гвардии. Однажды мы с супругом решили зайти в храм, где настоятелем стал наш бригадный батюшка. Это храм 1766 года постройки. Храм пережил 2 тяжелейших войны в нашей истории. Находится на одной улице со штабом дивизии, с военной комендатурой. В 1812 году французы содержали там наших русских пленных. Зайдя на 2-й этаж, мы увидели там захламленное помещение, заброшенное. И тут моему супругу пришла идея. Он предложил создать здесь, именно на 2-м этаже храма, именно храм-музей воинов. Мы стали тесно сотрудничать с епархией. И во время одного из посещений храмов мамами погибших, одна мама из пропавшего без вести бойца сказала, что у нее такое ощущение, будто она чувствует присутствие своего сына здесь. И тут мы поняли, что нам нужно просить именно и у мам пропавших без вести ребят какую-нибудь либо личную вещь пропавшего бойца, либо фотографию его. И тогда, придя в храм, мама будет ощущать присутствие своего сына. Она сможет поговорить с ним здесь, в храме. Она сможет вознести свою материнскую молитву к Богу, пообщаться со священником. И теперь мамы погибших и пропавших без вести ребят могут быть уверены, что здесь их сыновья обретут Божий дом. Им есть куда прийти к своим сыновьям. Сейчас в храме заканчиваются ремонтные работы, и мы планируем в конце марта открыть наш храм-музей воинов. Владимир Владимирович, сейчас категория именно родственников пропавших без вести находится в самом тяжелом состоянии. Впереди них только неизвестность, они не знают, что им ждать. Выйдет их сын на связь, найдется он или не найдется, признается он погибшим. Тяжелая категория. Фонд начал работу с родственниками погибших. Мы организовали работу с военно-следственными органами, помогаем родственникам пропавших без вести заполнить разыскную карту, отправить ее в Ростов-на-Дону. Но они нуждаются в нашей полной поддержке и заботе. А согласно устава создания Государственного фонда, они не являются нашей целевой категорией. Потому что наша целевая категория – это уволенные ветераны боевых действий, добровольцы Донбасса и члены семей погибших. И вот мы просим рассмотреть вас вопрос, может быть, можно их включить в нашу целевую категорию. Нужно просто внести небольшую поправку в указ о создании фонда. Ну, я полностью с вами согласен. Полностью согласен в том, что это очень чувствительная категория, которая требует особого внимания со стороны государства. Мы уже эту тему обсуждали, и в Минобороне там есть предложение, да, по поводу того, что можно и нужно сделать до окончательного решения вопросов, связанных с родственниками, с семьями ребят, которые числятся в категории пропавших без вести, что им нужно сделать и как им можно помочь по детям, там, по материальной какой-то поддержке и так далее. Анна Евгеньевна, там же решения, по-моему, приняты или они подготовлены только? У нас действительно фонд «Защитники Отечества» сейчас взял на себя такую функцию. К нам поступают заявки от родственников, и мы сейчас в ручном режиме собираем, в том числе и генетический материал. Нет, это все понятно. Я имею в виду по поддержке этих семей.
Там были предложения. Был ваш указ по выплатам Да. детям, как Да. раз несовершеннолетним, тех, кто пропал без вести. Но здесь стоит вопрос немножко в другом. Все-таки это семьи рано или поздно, через полгода все равно становятся нашими подопечными. И если бы были внесены поправки в указ, мы бы уже изначально могли бы их сопровождать, помогать, оказывать им помощь. А сейчас, в общем-то, у нас таких возможностей нет. Поэтому вот здесь Вы, пожалуйста, речь идет об этом. подготовьте это предложение. Хорошо. И как оно будет готово, я его сразу же подпишу. Это буквально на следующей неделе можно это сделать. Спасибо. Ну, сейчас вот. Спасибо большое. Да. Это вот, ну, сегодня-завтра Анна Евгеньевна подготовит. В понедельник я уже подпишу. Спасибо. Вам спасибо за то, что вы этим занимаетесь. Это очень важная вещь. Чрезвычайно, потому что это может быть людям тяжелее, чем кому бы то ни было. Это самая так и тяжелая есть, да. категория, Конечно. даже тяжелее, чем вот мы Я уже понимаю. знаем, где наши дети. Да, да. А вот Да. неизвестность это Да, самое страшное. это самое тяжелое. Я прекрасно понимаю. И давайте это сделаем как можно быстрее. Договорились. Спасибо. Добрый день, Владимир Владимирович. Я Жмыхова Ольга, сотрудник Фонда «Защитники Отечества», мать погибшего ефрейтора Шумакова Кирилла. Шумаков Кирилл родился 9 мая в городе Донбасс. Он был кандидатом в мастера спорта, кадровый военный, профессиональный снайпер разведки ГРУ 76-й дивизии, 2-й отдельный отряд специального назначения. После прохождения службы в Сирии он ушел на СВО. Сейчас они тоже в Курской области воюют. Я знаю. Посещаем, помогаем. 8 марта 22 года ребенок позвонил, поздравил меня с 8 марта. Но 28 марта я узнала о гибели ребенка. О подробностях гибели было практически ничего не известно. Абсолютно вообще ничего. И ровно через год, на 8 марта, мне позвонил его друг с Пскова, сослуживец. И согласился рассказать мне о событиях того дня и отдать мне лично в руки его именной шлем. Для меня это был самый дорогой подарок. Был приказ выйти на высоту всему отряду. Выйти на высоту, взять огонь на себя и тем самым обозначить противника, точку противника. Ребятам давно было 3 дня принять решение. И все понимали прекрасно, что это дорога в один конец. 3 друга, 3 товарища. Это приняли решение. Они знали, на что шли. Мой сын позывной Гимли с Курска, поэт с Красногорска и Дэнни с Тулы. Они с заданием справились. Тем самым уменьшить потери отряда. После всех событий мне нужно было взять себя в руки, потому что у меня 15-летний ребенок, Ванюша, и мама. Я стала ездить на фронт. А перед этим у меня была встреча с монахом Лаврентием, который дал мне 2 совета, которые мне и помогли встать. Первый совет он мне дал: Оля, научись радоваться за ребенка. Он у Бога, у престола Господня. Научись за него радоваться. А второй был совет: неси добро. И с 22 года я стала ездить на фронт к ребятам, помогать сначала в зону СВО, теперь на КТО, на Курскую область. В 23 году мне предложили стать сотрудником Фонда «Защитники Отечества», на который я, конечно, откликнулась, не задумываясь. Работая с семьями погибших военнослужащих,
Мы сталкиваемся с многими проблемами, но хочу вот обратить ваше внимание на одну из них. Выплаты приходят членам семьи погибших в равных долях на всех также несовершеннолетних детей. Но есть семьи, к сожалению, они есть, не социально благополучные. И мамы тратят выплату ребенка за гибель отца, не учитывая интересы детей, и когда они становятся совершеннолетними, то есть ребенку и не за что бывает и поступить, и нет своего жилья. То есть мама их потратила так, как хотела. Поэтому к вам большая просьба найти механизм защитить эту выплату для этих детей и решить вот этот вопрос, чтобы они были потрачены в интересах детей, и как-то найти просто этот механизм. То ли это какие-то будут счета, то ли, но чтобы, опять же, они не попали под инфляцию, потому что они должны будут Через опеку. долго... Ну, механизм, я думаю, Владимир Владимирович придумает. Нет, у меня даже не вопрос социальный, а вопрос такой вот, связанный с сыном. Ну, ладно, мне трудно комментировать. Парни, конечно, герои, что ж там говорить. Сознательно, когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей. Это, но я не знаю, это мне кажется, ну, наверное, во многих странах, наверное, это возможно, но только в России, мне кажется, это возможно в таком вот виде. Да. Это, конечно, характерно для нашего народа. Характерно для нашего народа. Здесь вот говорили про Смоленск, про музей там еще со времен Наполеона, нашествия Наполеона. До сих пор кому-то не имется. Есть еще люди, которые хотят вернуться к временам Наполеона, забывают, чем это закончилось. С такими ребятами не получится. Да, вот именно это я хотел сказать. Вот, а с такими ребятами, каким был ваш сын, его друзья, товарищи, это не получится. На самом деле все ошибки наших врагов, противников как раз начинались именно с этого. В недооценке характера русского человека. Ну и вообще представителей общероссийской культуры. Вот, потому что я встречаюсь с людьми с разных национальностей, так, из России. Но какая-то у нас все-таки есть что-то, что объединяет всех нас, людей, живущих на этой земле. Это совершенно очевидно. Вот. Еще хотела вас поблагодарить, да. Владимир Владимирович. Мне есть чем сравнить, когда погиб мой сын, защитников Отечества не было. И сейчас, когда есть этот фонд, просто есть сравнить с чем. Я вас благодарю сердечно за вашу идею создать защитники Отечества. Да, это вот это так же, как платформа подготовки ребят, которые возвращаются из зоны боевых действий, значит, для получения ими образования, там, достойного места работы и так далее. Время героев вот эту платформу мы сделали. Ну а еще раньше фонд защитники Отечества. Знаете, это тоже в голову приходит после общения с людьми. После общения с людьми. После общения с членами семьи, с самими ребятами. Да. Вот и идея фонда пришла. Там долго думали, как организовать его. Ну, в конечном итоге, мне кажется, мы выбрали наиболее оптимальные варианты организации этой работы. Вот. Да. Что касается вопроса, который вы поставили, выплаты
выплаты в равных долях там приходится на всех членов семьи, в том числе и на несовершеннолетних детей. Можно ли как-то защитить те средства, которые должны приходиться и приходятся на несовершеннолетних детей? Ольга, вы меня попросили подумать. Вы знаете что? Я сейчас скажу без всякой иронии. Это мы можем только вместе с вами подумать. Потому что вот так вот семьям сказать, знаете что? Вот вы от государства получаете столько-то за это, столько-то миллионов за это, в общей сложности получается там, ну, если посмотреть на круг, там 13 с лишним миллионов может получиться, да? Но часть средств вы не имеете права тратить. Это сразу как бы... Да, я понимаю. Да, я понимаю. Да. Я не говорю нет. Я не говорю, что так нельзя сделать. Но вы должны меня понять, и я уверен, что многие согласятся с моей логикой. Это значит, мы априори не доверяем мамам. А вот сначала надо признать неблагополучие. Сейчас, Сережа. Ну, да. Если уже признаны... Да. Вот здесь вот это вот более конкретно. Да, вот согласен. Если так, то так... А если не состоят, обращают внимание вот то, что фонд говорит, потому что мы видим, мы выходим, мы наблюдаем. Ну, реагировать на наши вот эти сигналы. Чтобы могла контролировать, смотреть, что действительно эти деньги... Да, комиссию создавать, не просто так. Детские счета открыты, и когда родители приходят, вот по типу, когда продажа квартиры идет, и там есть часть несовершеннолетних. И все равно родители приходят в опеку и показывают документы, что да, я продала часть, но я его не ущемила. Либо я на счет деньги положила, либо я там же, в другом жилье, ему выделила квадратуру, то есть я не ущемила права. То есть вот по типу вот этого. Нет, сначала опека должна дать разрешение на продажу его доли и тут же в течение суток купить... Я понимаю, я понимаю и согласен с вами в том, что одна из важнейших задач для государства – это обеспечить будущее детей. Но это, понимаете, я уже где-то говорил, значит, ну вот если трагедия случается, погибает человек, да, товарища нашего нет, а мы есть. И мы должны подумать о его детях. Я согласен. И вот если возникает такая ситуация, когда, значит, семья неблагополучная, а, к сожалению, такое бывает в любом обществе, и в нашем тоже, но надо все-таки принять, если принимать это решение, то оно должно быть таким, чтобы не ставило в ложное положение семьи, не ущемляло бы женщин, не ущемляло бы маму, понимаете? Вот. Но чтобы априори мы не исходили из того, что мама может как-то ущемить своего ребенка. Понимаете, вот здесь вот такая тонкая вещь, очень тонкая вещь. Да, Сергей Семенович, вы хотели что сказать? Я как раз это и хотел сказать, что уже сказали о том, что это не должно всех касаться семей. Потому что я думаю, что 99% семей не нуждаются в таком регулировании. Мы в результате из-за того, что какая-то маленькая доля семей является проблемными, начнем влазить в жизнь обычных нормальных семей, которых подавляющее большинство. Поэтому такие меры можно, наверное, предпринимать, но это как раз вот правильно сказали, те, которые научат эти семьи как неблагополучные, либо по предложению фонда, особый мониторинг создать, какой-то индивидуальный подход. Просто так вот какой-то закон принять, это будет не очень хорошо. Но какие-то, мне кажется, такие все-таки индивидуальные решения должны быть больше степени. Фонд, понимаете, при всем огромном уважении к вам, к фонду в целом, к тем людям, которые работают, мне кажется, все-таки опасно наделять фонд правом определять. По предложению органа опеки, органы опеки. То есть фонд может инициировать вопрос соответствующего характера и инициировать вопрос перед органами опеки и попечительства.
А если уж это будет признано соответствующе, то тогда можно и как-то предпринять какие-то шаги в том направлении, которое вы предлагаете. Конечно, нужно обеспечить интересы детей. Это совершенно очевидно. Просто если совсем неблагоприятная семья, там, как ребенка держать-то там, вот в чем вопрос. Но сама мысль, само направление как бы этой мысли, связанной с обеспечением интересов ребенка, тем более маленького ребенка, она правильная абсолютно. Но здесь вот главное не перегнуть палку. Надо подумать. Мы подумаем, Анна Евгеньевна, вы тоже подумайте, посоветуйтесь со всеми, да, и примем решение. Ладно? Спасибо вам, что доходите до таких вещей. Я Ананичева Татьяна Михайловна, мама Героя России и учитель школы, которая носит его имя, гвардии майора Ананичева Александра Михайловича, геройски погибшего 11 июня 22 года под Изюмом в 31 год. Саша был однажды на рождественской службе, будучи еще кадетом Московского Суворовского училища, и встретил там вас, Владимир Владимирович. Для него это было незабываемо и волнительно, точно так же, как для меня сегодня. Сын был верным другом, надежным командиром и очень заботливым сыном, братом, мужем и папой двух замечательных дочек. И когда мы его потеряли, было очень больно, страшно и тяжело. Но нужно жить. Жить ради его памяти, ради наших внучек, ради того, чтобы помогать его сослуживцам и подчиненным, которых мы считаем сейчас своими детьми. Кстати, многие из них после окончания службы мечтают переехать к нам жить в Белгородскую область. Ну и, конечно же, родные таманцы нас опекают, заботятся о нас, а мы их встречаем, кормим домашними пирогами, вкусностями, согреваем родительским теплом. Это Таманская дивизия? Да. Согреваем родительским теплом, провожаем на боевые задания, молимся за них и живыми, здоровыми, с победой ждем, конечно же, домой. В школе я провожу фестивали в памяти погибших и в поддержку тех, кто сейчас нас защищает, уроки мужества, ну, конечно же, встречи. Я считаю, что эти встречи, они очень нужны как школьникам нашим, так и самим ребятам, чтобы понять, что они делают нужное дело, защищают нас. После этих встреч детишки наши пишут очень душевные письма, ну, а мы с мужем вместе с гуманитаркой, с моими приготовленными домашними всякими изысками отправляем на фронт. И очень трогательно видеть, как крепкие бойцы берут эти письма и талисманы, которые детишки дарят, и прячут их под сердцем. Вот уже почти 3 года прошло с тех пор, как погиб наш сын, но те, кто у него служил срочную службу и по контракту, узнав о его гибели, они приезжают к нам, чтобы поддержать нас, ну и, конечно же, почтить память своего командира. Вот в продолжении вопроса о выплатах я бы тоже очень хотела обратиться к вам с предложением для выплаты по случаю гибели в список родственников включить ребят, детей, которые достигли 18 лет. Ведь мы все здесь родители, и каждый своего ребенка стараемся до конца наших дней опекать и помогать им. А эти дети, они остаются и без родителей, и без какой-то финансовой помощи. Спасибо. Владимир Владимирович, Татьяна Михайловна и Михаил Афанасьевич, они действительно стали папой и мамой для ребят, которые служили. Они их так и называют – батя и мамочка. А у некоторых ребят нет родителей, и они к ним приезжают как родные. Это вот сослуживцы вашего сына, да? Да, да, да. А он какое училище заканчивал? Он сначала Московское Суворовское, потом Московское высшее командное общевойсковое. И с 12 года в Таманской дивизии служил.
А в Суворовское это как попало? У него ваш муж тоже военный? Нет, у нас военных в семье нет, у нас военный человек был только мой дядя, он был военный летчик в годы войны. И у мужа тоже родственники были военные, которые заканчивали тоже Суворовское училище. Ну и он вот когда-то посмотрел у нас фильм «Офицеры», и для него это стало как... Тогда еще, когда он был мал, не было интернета, и посмотреть его много раз не было возможности. То есть он на всех каналах смотрел, где это было по телевизору. Ну и вот так он нас... Я, конечно, как мама, была очень тяжело его отправлять и мечтала, что он не поступит. И он был вот из нашей Белгородской области, 13-м, мы немножко даже, когда поступление должно было быть время... Как... Это московская Суворовская? Да, да. Она да. очень хорошая. Да. Очень хороший уровень образования. Да, теперь я это знаю. Да, реально хороший уровень образования. Но общего образования. Я и тогда не сомневалась, но просто мне было как маме тяжело его отдавать. Он с какого класса? С 8-го, да? С 8-го, да, тогда еще там с 8-го класса. Ну, с нами и Суворов, с кем в Суворовском училище, он учился и в высшем командном, они нас все опекают, и таманцы. Полный контакт и там поддержка. Да. Ну и, конечно же, наш губернатор нас вообще опекает все время. Вячеслав Владимирович, это, не знаю, дай Бог ему здоровья и сил, чтобы выдержать все наши испытания. Ну и самое главное, всем собравшимся мира со всех больших букв. И победы. Да. Спасибо. Вот что касается поддержки молодых людей, детей, там сначала детей, потом молодых людей, которые достигли 18 лет. Ну, понятно, чем руководствовалось государство, да, когда в первую очередь говорили о несовершеннолетних детях. Надо понять, как и по каким направлениям государство сможет сопровождать других членов семей, достигших совершеннолетия. Ну, мы с вами понимаем, да, что человек становится взрослым, становится на ноги, сам получает образование. Надо понять, где, по каким направлениям нужно сопровождать, как сопровождать, что сделать. Но то, что нужно обратить на это внимание, это точно, согласен. Ну, я вот мы же как семья получили тоже выплаты, Да. мы все делили все поровну. Мы как родители, конечно, посчитали, что их нужно-то деткам, но я думаю, что и в каждой семье, если в ту же сумму включить этого ребенка, я думаю, что не обидятся они. Да, как же он остался без родителя и без финансовой помощи? Понятно. Это дело даже не в увеличении, а дело в том, чтобы они все... Нет, в список, их только включить в список, да. Один ребенок несовершеннолетний, а другой есть уже 18, и он уже не попадает. Но он же такой же ребенок. Владимир Владимирович, тут смысл такой, что правоприемниками этих выплат становятся родители, несовершеннолетние дети. То есть нагрузки финансовой на государство нет. Просто в права включить еще и совершеннолетних детей. Просто чтобы в равных долях они были распределены. Мы сейчас проводили аналитику. Большинство этих детей – это студенты. Все-таки воюют достаточно молодые люди, и даже если это совершеннолетние дети, то это все-таки дети-студенты. А им, конечно же, тоже бы, и по праву справедливости хотелось бы быть включенными в наследование, а во-вторых, для них это тоже важные подъемные, которые позволят им учиться и, в общем-то, продолжать свое развитие. Вот о чем идет речь. Запишите мне. Да, хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, я Тахчукова Ася Азретовна из Республики Карачаево-Черкесия. Я супруга участника специальной военной операции, мама 4 детей, действующая участница специальной военной операции, ветеран боевых действий, медицинская сестра и медицинский психолог. В 2022 году, 24 февраля, мы с супругом смотрели новости по Первому каналу. Как
вы, уважаемый президент, объявили в нашей стране специальную военную операцию, муж встал, говорит, я поеду добровольцем. Я говорю, так как я имею медицинское образование, я говорю, я поеду медсестрой. Он говорит, нет, а за детьми кто будет смотреть? Ну, короче, он меня не осведомил, пошел в военкомат. 26 февраля 22 года он уехал Барсам один, добровольческим отрядом. Пока я его ждала, работала в психиатрической больнице клиническим психологом. В 23 году, в июне, мне предложили работу в Фонде «Защитники Отечества». Я с удовольствием согласилась, что я могу как-то помочь бойцам, хотя бы в республике. Вот они будут возвращаться, как-то я им могу медицинскую, психологическую помощь оказать. По состоянию здоровья в 24 году, в апреле месяце, мужа демобилизовали. Я его просила долго, но пока он демобилизовался, я просила, как ты домой приедешь, можно будет, я поеду. Он говорит, нет, ты не поедешь. Ну, мне пришлось его убедить, что это моя обязанность тоже, точно так же, как и его. Раз Всевышний его вернул домой, что мне тоже пора поехать помочь нашим бойцам. Руководство нашего фонда согласился, со слезами на глазах. Поехала я туда. Я была на передовой в Херсонской области, в полевом госпитале. Там были различные категории наших бойцов, которые служат в зоне специальной военной операции. И вот смотря на них, различные категории, это мобилизованные, контрактники, также Шторм Z, Шторм В там был, Редут, ну, различные категории наших бойцов. Хотелось бы вас попросить, чтобы по возвращению домой бойцам со Шторма Z чтобы они получили статус ветерана боевых действий. Они не получают? Нет, вот я работала в фонде «Защитники Отечества» перед тем, как уехать в зону СВО. Они к нам в фонд обращались с обращениями. Но мы, так как у них нет ветерана боевых действий и статуса ветерана боевых действий, мы не можем. Мы обделены этих прав им помочь. А парни на передовой все равны. Они, вот, ну, я на них смотрела, они друг друга поддерживают бок в бок, рука в руку. Каждый старается друг друга поддержать там. И они даже сами себя там психологически поддерживают. Даже там, ну, мы порой и не нужны бываем вот, даже этим бойцам. Вот, я от них слышала, что вот, ну, они верят в Бога, в первую очередь, а во втором случае они верят в вас. Они там говорили, как наш президент скажет, так и будет в нашей стране. А мы все верим в них. Я лично от них вот сама своими ушами слышала, вот, что они вам очень благодарны. Просто и в конце можно я скажу пару слов? Конечно. Мы непобедимы, мы сильны духом. Мы должны гордиться, ценить и защитить нашу Родину. Ну, лучше не скажешь. Так и будем делать. Извините, пожалуйста, я не расслышал. Как вас зовут? Тохчукова Ася. Ася. Ну, во-первых, интересную историю рассказали. Я до сих пор не понимаю, как муж с Карачаево-Черкесии, да? Как муж кавказец мог отпустить вас на... Я не понимаю. Нашла маму 4 детей при этом. Маму 4 детей. У них еще 4 детей. Все ваши, вы? Нет. Маленькая была 6 месяцев, когда он ушел. Когда началась военная специальная операция. А когда он вернулся, она уже разговаривала, бегала. Ну, понятно. Конечно. Нет, но это ваши дети, не приемные, ничего этого. Нет, свои. 17 лет мы
17 Вы меня лет назад. извините, конечно, но меня здесь женщины тоже извинят. Ну, Когда вы успели? Вам сколько лет? Так нельзя спрашивать уже. Я не жду ответа. Но это удивительно. Дай Бог вам здоровья. Я надеюсь, не последние дети еще. Но и чего муж там с детьми сидит? Он герой у вас просто. Да. То есть вы, наверное, решили, что лучше на фронт, чем с 4 детьми. Ну, если мы не встанем, кто встанет за нашу Родину? Ну да. Мы для этого, когда я училась в медицинском колледже, директор колледжа нам объяснял на каждой паре, что если в случае в стране будет необходимость медицинских сестер, вы должны встать. Вы точно такие же рядовые солдаты, как наши мужчины. Вот, ну видите, как у нас здорово все и в семьях, и в обществе, да, вот все это, вот такая культура отношения к родине, к стране, к народу, к семье у нас передается из поколения в поколение. Вот это в нас внутри живет. Это и есть часть нас самих. Да. Так с кем же дети-то? С папой. С папой? Владимир Владимирович, у Аси муж дважды герой. Первый герой – это он в специальной военной операции, а второй раз герой, когда остался сидеть после ранения с детьми и отпустил свою супругу. Теперь она там. Вы молодец просто, честно слово. И вы молодец, и он молодец. Удивительно. Передавайте ему самые лучшие пожелания. Нет, я без всякой иронии, без всего, честное слово. Здорово. Как его зовут? Тимур. Тимур? Настоящий Тимур. Здорово. Значит, по поводу статуса ветерана боевых действий для людей, которые пришли из мест лишения свободы. Вы знаете, для меня тоже вот каждый раз какая-то встреча вот подобного рода, какие-то новые вещи вскрываются. Я уже много раз говорил о том, что для страны, для Родины, для народа нашего, не важно, как человек оказался на передовой, важно, что он там есть и пришел туда на самом деле добровольно и сражается за Родину. Поэтому это то же самое касается и статуса боевых действий. Мы обязательно это исправим. Я здесь не вижу никаких проблем. Вы знаете, есть некоторые вещи, они еще и ведомственного характера, ну, тоже с какими-то, на мой взгляд, связаны с предрассудками. Там, когда человек получает ранение, там сразу же ему и судимость даже закрывают, снимают судимость. Вот. И среди людей, которые воюют, ну, прошли через какие-то сложности, там, ну, все в жизни бывает. Мы не берем в зону боевых действий ни людей, совершивших преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении малолетних, не берем людей, которые совершили там преступления в области терроризма, измены там, и так далее. Их просто нет. Вот. Ну а в зоне боевых действий их просто туда не берут. Но для людей, которые совершили в силу разных обстоятельств, ну что там говорить, мы же все люди, все бывает в жизни, да? Вот, какое-то правонарушение, но добровольно оказались в зоне боевых действий, сражаются за Родину, что же, они должны все быть поставлены в одинаковое положение. В том числе это касается и статуса ветеранов боевых действий. Сделаем обязательно. Сделаем. У нас сейчас у нас вот совсем недавно я познакомился с одним из материалов, я так регулярно этим занимаюсь, и руководству министерства говорю, представить к званию Героя Российской Федерации. Он говорит, да, хорошо. Потом разговариваю с одним из руководителей, говорит, нельзя. Я говорю, почему? А он из мест лишения свободы. Я говорю, ну и что? Ну, человек точно достоин звания героя. Ну что ж теперь сделать? Так вот в жизни сложилось. Я еще посмотрел, за что он оказался в местах лишения свободы. Ну, такая бытовая вещь. Бывает.
Вот, он вел себя как герой, реально. Поэтому присвоили герой. Ну и это то же самое. Статус ветеранов боевых действий, конечно, должен присваиваться тем, кто воюет там, и воюет достойно. Сделаем это. Да, Я хочу немножечко пояснить, что сам по себе проект изменений федерального закона о ветеранах, который предоставляет Шторм Z такое право, он уже существует, и он находится на согласовании в правительстве, только очень длительное время. И суть вопроса заключается в том, что а можно ли все-таки его как-то ускорить, чтобы все-таки он вышел в свет, потому что уже вы действительно неоднократно об этом говорили. Да. У меня большие связи, я договорюсь с правительством и с депутатами. Хорошо? Да, вам спасибо большое. Вам спасибо за то, что вы вообще находитесь в зоне боевых действий. Да? И за мужа спасибо, вы же их тоже воспитывали. Вот. И за эту информацию. Она очень важна, эта информация. Потому что военнослужащие, которые вот в подразделениях Z воюют, они, многие, подавляющее большинство из них, воюют очень достойно. Все бывает. К сожалению, бывают и вторичные правонарушения, и тогда, значит, там у них другая судьба. Но в основном воюют очень достойно, и в штурмовых группах воюют, и на других участках. Сделаем. Спасибо, что обратили на это внимание. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Тихонова Ольга Александровна. Я учитель начальных классов, психолог, мама замечательной взрослой дочки студентки Университета правительства Москвы и супруга защитника нашей Родины. 2 года назад супруг принял решение, что он добровольцем отправляется на фронт. Ну и, естественно, я, конечно, безгранично горжусь его поступком и не могла ему не соответствовать. Зная не понаслышке, насколько тяжело женщине оставаться дома и продолжать ежедневный быт, и, конечно, переживать ежемесячные разлуки с близким человеком. Таким образом родилась идея открыть центр развития психологической помощи «Лисёна Арт» с помощью творчества. Сначала к нам присоединялись только женщины. Со временем стало очень много появляться запросов и от мужчин, а в дальнейшем уже мы стали приглашать по запросу и целые семьи. На данный момент 46 неравнодушных педагогов оказывают ежедневно после своего основного графика работы всевозможную психологическую помощь и поддержку через творчество. Мы сотрудничаем на данный момент с 2 госпиталями, где всегда нас очень ждут и нам очень рады. Стараемся помочь семьям сохранить гармонию внутренних семейных отношений. Ну и главное, конечно, помочь нашим бойцам в госпиталях принять ту действительность, с которой они сейчас оказались. Поистине хочу сказать, творчество творит чудеса. И тому пример из моей личной семьи. Дочка с волонтерами отправила папе рисунок на фронт с надписью «Папа, я жду тебя дома». Казалось бы, простой жест, но он оказался волшебный, имеющий силу. Когда супруг приехал в отпуск, поделился и рассказал небольшую историю. Этот рисунок помогал выжить в очень сложных ситуациях. Ребята были окружены, вынуждены даже были отступать. Но желание отца вернуть талисман детской любви превзошел все ожидания. Ребята не только заняли свои позиции, они успешно закрепились и продолжают двигаться вперед. И на сегодняшний день супруг с честью и достоинством защищает нашу Родину. В преддверии самого главного праздника в нашей стране, это 80-летие Победы, в год защитника Отечества моя команда разработала положение о Всероссийском патриотическом фестивале, назвав его «Папа, я жду тебя дома». В данном фестивале могут принять участие все возрастные категории, и это тоже не случайно. Я ежегодно со своими учащимися прихожу к нашей замечательной Сосницкой Ларисе Дмитриевне, это участник Великой Отечественной войны,
которая с нами поделилась в свое время и рассказала, как она в детстве боролась со своим страхом. Она также рисовала своему отцу рисунки на фронт. Так вот, сегодня, имея честь и возможность, хотелось бы очень обратиться к вам, поддержать наш проект и эту инициативу. Спасибо большое. Так, извините, имя, отчество? Тихонова Ольга Александровна. Ольга Александровна. Значит, а вы же уже его осуществляете, этот проект. Что нужно для того, чтобы он как бы тиражировался? Информационную поддержку оказать и поспособствовать, чтобы все организации максимально поддержали нашу идею. Просто информационную поддержку или что-то там материально поддержать как-то? Что нужно сделать, чтобы это пошло, что называется, пошире? Ну, если есть такая возможность оказать финансовую поддержку для закупки призов, для награждения всех победителей, участников данного конкурса, мы были бы очень признательны и благодарны. Да, ну это несложно, мы сделаем. Вам спасибо за идею. Вы знаете, я когда встречаюсь с ребятами, с нашими, бойцами, и когда, во всяком случае, так было до недавнего времени, когда говоришь о необходимости там, психологической поддержки, какого-то сопровождения, вы знаете, у них реакция отрицательная. Да, нам не нужно никакой психологической поддержки. Еще скажут, что я псих какой-то. Именно поэтому мы, приходя в госпиталь, уже пытаемся, да. Да. Вот. Но на самом деле вы абсолютно правы. Здесь нужна психологическая поддержка и членам семей, и самим ребятам нужно. Потому что просто люди тогда иногда просто не понимают, что им такое сопровождение необходимо, потому что находиться постоянно в состоянии стресса, это не может не отражаться на человеке. И это психологическая, это не психиатрическая помощь, а психологическая помощь через творчество. У нас это все и возникло на личном примере. У супруга боевой товарищ вернулся с ампутацией, да, и в семье начались очень большие разлады. Тем самым я понимала, что в этой семье нужна помощь, но нужна настолько корректная и точечная. И вот мы приглашали их на всевозможные творческие встречи, арт-лаборатории. И когда спустя определенное количество времени этот человек мне говорит: спасибо вам большое, что вы помогли сохранить мне семью, потому что в тот момент я не понимал, что со мной происходит. Но помощь эту мы оказываем непринужденным способом, с помощью творчества и рисования, лепки из глины и так далее. Письма, о которых вы сказали, дети отправляют миллионами. Да, мы это точно так же имеет огромное значение. Присоединяемся к отправке гуманитарной помощи, именно рисунки и письма. Они бесценны. А идея, она очень хорошая. Через творчество это вот, наверное, прямой путь к душе и сердцу. Это точно. Поэтому обязательно сделаем. Спасибо вам большое. Обязательно поможем и поддержим. А вы где это делаете? В каком городе? Здесь, в Москве. Я из Москвы, да. Я даже знаю, кто вам поможет. Правда? Мы знаем с вами этого человека. Прекрасно. И он Сергей Семенович. Спасибо. 100%. Добрый день. Я Захарова Александра, мама 3 детей, учитель национального якутского языка. Когда на СВО погиб мой муж, я поняла то, что хочу помогать ветеранам и семьям погибших. Устроилась в якутский филиал фонда «Защитники Отечества». И вот помню своего первого подопечного, парень вернулся с СВО, двойной ампутант, нет одной руки и одной ноги. Сложности в быту и работе ожесточили его. Он ни с кем не хотел разговаривать, выпивал, отказывался от любой помощи. И вот несколько дней я пыталась дозвониться до него, и когда он взял трубку, и я начала говорить на своем родном якутском, он оттаял. Сейчас у него все хорошо. С правительством, с администрацией района договорилась. Ему помогли с жильем, устроили на работу. На данный момент я не могу решить одну проблему. Для людей с ограниченными возможностями нужна специальная одежда. Государство обеспечивает адаптивной одеждой, как ТСР, однако эта одежда не учитывает современные требования.
Наши ветераны в большинстве своем это молодые, активные и спортивные люди, которые хотят модно и красиво одеваться и не испытывая функциональных неудобств. В связи с чем можно ли рассмотреть возможность разработки современной адаптивной одежды, и наш фонд выдавала бы ребятам? Благодарю. Вы знаете, неожиданный совершенно вопрос для меня. Мне, честное слово, ну как, мне казалось, то есть не казалось, даже не думал об этом. Ну, это такие мелочи. Вот эти пустые рукава, вот эти пустые Да, я понимаю. Вот вы сказали, я все понимаю. Они же ходят в больницы, они ездят. Протез везде, не они ходит вокруг. на концерты ездят, приглашают. Нужно, А чтоб- детям нечего или неудобно. Да. Военкомат, если сейчас приходят, а одеть военную форму ее же невозможно. Даже если они трудоустроились куда-то на работу, да, в гражданское, Да, то есть да. им хочется Конечно. красиво соответствовать обществу. Да. Все, спасибо, что обратили на это внимание. Наверное, и фонд может поработать, но и мы подумаем, как сделать это на уровне. Анна Евгеньевна, да, по поводу адаптивной одежды. Нужно обязательно подумать. Совершенно верно. У нас, если честно, есть даже готовый проект. Ну вот я сейчас спрашивала, можно ли ролик включить. Мы этот вопрос поднимали еще до СВО в Кузбассе, даже проводили этот конкурс. Но сейчас мы выходим на международную повестку и в рамках Санкт-Петербургского экономического форума уже представляем показ победителей. Какая цель этого проекта? Мы хотим наших производителей одежды, наших модельеров как раз сориентировать на производство удобной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидизации. Потому что мы сейчас приходим навстречу, протезы дорогие, хорошие, сидит ветеран, он нарядился в хорошей кофте, а вот рукав у него вот так разрезан ножницами, потому что протез невозможно вставить в обычный рукав, не говоря уже о тех, кто на колясках. А мы говорим о том, что надо ходить на работу, нужно заниматься спортом. А у нас сейчас 60% с ранениями ребят остаются в вооруженных силах, то есть им нужна форма. И, конечно же, вот сейчас привлечь к этому внимание – это одно из направлений фонда. И если вот у нас будет такая поддержка и возможность наряду с техническими средствами реабилитации выдавать еще и одежду, например, первичный комплект, для того, чтобы он мог активно вливаться в социум, это было бы очень хорошо. А мы наших модельеров, дизайнеров поощрим тем самым победителей конкурса и будем у них, например, эту одежду закупать. Вот эта тема такая очень острая, она касается не только участников специальной военной операции, а вообще людей с инвалидностью. Да. Не в чем ходить. Понял. Значит, если что-то нужно с моей стороны, скажите, я все сделаю. И с правительством договоримся. Это не тот вопрос, который нельзя решить. Точно можно и точно нужно. Если нужно дополнительно внести в устав фонда какие-то там изменения, пожалуйста, мы тоже давайте подготовим. Да, мы их сделаем. просто включим как технические средства реабилитации, как в свое время автомобили включили. Пожалуйста. То есть это вот, действительно даст возможность. Анна Евгеньевна была за то, чтобы автомобили включали в средства реабилитации. Как ни странно, не сразу с этим согласились, но все-таки удалось это сделать. Ну а здесь тем более согласен полностью. Если позволите, по поводу автомобилей, поскольку мы сейчас находимся как раз в московском филиале, это частная история. С молодым человеком, участником специальной военной операции, я познакомилась год назад. У нас есть такая больница святителей Алексия в Балашихе здесь, где лежали тяжелые ребята. Парень получил ранение в позвоночник и был прикован к инвалидному креслу. Парень сирота. То есть не было никого из близких, кто бы его действительно поддержал в этот момент. И ситуация такая была, что он совершил суицидальную попытку. То есть смысла жизни и перспектив жизни у него не было. И вот как бы и сотрудники фонда не беспокоились о нем, не помогали, не поддерживали. Наши священнослужители, мы не видели огня у этого парня в глазах. Ну и вообще вот какой-то перспективы жизни. И вот буквально недавно мы вручали здесь автомобили. Ну и, конечно же, он попадал под эту категорию. И у нас также принимали участие ребята, которые сразу же приглашали их на вождение и обучение экстремальным видам спорта, вот это вот экстремальное вождение. И вот этот наш герой, имея уже автомобиль, начал ходить туда. И вот девочки мне позвонили, сказали, что
изменился человек. Вот он стал с желанием жить, ездить туда, тренироваться. Теперь он работает инструктором. И вот вот такая вот история, ты не знаешь, где выстрелит, но вот такая история вернула к жизни, к интересу к жизни у нашего человека. Я думаю, что у гораздо большего количества, конечно же, потому что это тяжелейшее ранение, самые тяжелые, двойная ампутация. Это нарушение, когда нет двух нижних конечностей. Это люди, прикованные к инвалидному креслу, и автомобили, конечно, им дают сейчас возможность жить и даже, вот видите, быть трудоустроенными. Поэтому спасибо, что вы поддержали нашу инициативу. И надо делать все, конечно, для того, чтобы ребята чувствовали себя полноценными людьми, и могли бы и обслуживать себя, и спортом заниматься, и выглядеть прилично. Согласен. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Генералова Екатерина. Я руководитель... Фамилия? Да. Я руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Нижегородской области. Замужем, воспитываем 3 прекрасных будущих защитников Отечества. Старшая сестра погибшего участника специальной военной операции Рыжова Артема. В 2023 году, в феврале, Артем вместе со своими боевыми товарищами отправился на очередное задание, но, к сожалению, они попали в засаду, и никто из ребят не вернулся. У Тёмы на самом деле был выбор. Он был студентом, у него была отсрочка, но он ее порвал и перед автобусом отдал папе со словами: «Вы меня не так воспитали, я должен пойти». Второй у него был шанс вернуться домой в отпуск по ранению. У него была очень страшная контузия, о которой мы тоже узнали уже на похоронах от ребят. Он сбежал из госпиталя, он даже не долечился, еще речь не восстановилась, и убежал к своим ребятам, бойцам. Это его семья. Тёма на самом деле был очень красивый, очень добрый мальчик. Он до специальной военной операции занимался патриотическим воспитанием. Сам с 14 лет состоял в военно-патриотическом клубе «Покров». Он даже успел приложить свою руку к воспитанию моих детей, своих племянников. Он мне всегда говорил: «Кать, не смотри на то, что Косте 9 лет, они будущие мужики, они должны понимать, что такое полевые сборы». И за это я ему очень сильно благодарна. Вы знаете, возвращаясь к своей работе, ко мне очень часто приходят мамочки, и они хотят увековечить память своих сыновей. И почему-то они выбирают именно метод размещения мемориальной доски на школе. Когда 1, 2, 3 – это нормально, но когда их больше 10, это неправильно. Школа – это не мемориальный комплекс. Поэтому я им всегда рассказываю свою историю, говорю о том, что я увековечиваю память своего брата, провожу турниры по мини-футболу. Моя социальный координатор Даша проводит турнир по русскому бильярду в память о своем отце. Имя носит этот турнир. Мой сын старший вместе со своим учителем, доброволец Донбасса, они проводят турнир по военно-прикладным видам спорта в память кавалера Ордена Мужества, его друга. И это действительно спорт, проведение спортивных игр очень хороший метод именно увековечивания памяти наших ребят. Возвращаясь к теме спорта, с 2023 года мы, командой фонда, очень активно вовлекаем наших ребят, ветеранов, инвалидов в спорт, а именно в слэдж-хоккей. Спорт действительно возвращает к жизни, к мирной. Спорт дисциплинирует. Он заставляет наших ребят бросать свои вредные привычки. Наши ребята сейчас готовятся к очередному Кубку защитников Отечества. У меня боец Сергей есть. Он на своем протезе встал на коньки. Он каждый раз присылает мне видео, говорит: «Сергей, да тебе же тяжело». Он говорит: «Нет, моя мечта – это сыграть в хоккей с нашим президентом». Я говорю: «Давай к нам слэдж-хоккей, ты быстрее так сыграешь с президентом, нежели в большой хоккей». Вы более 10 лет назад стали инициатором проведения ночной хоккейной лиги, любительской. Уважаемый Владимир Владимирович, поддержите, пожалуйста, нашу инициативу создания подобной любительской, но уже слэдж-хоккей игры, лиги. Вы знаете, мы сейчас этим как раз и занимаемся. Здесь в прошлом году, по-моему, проводились соревнования, такие общероссийские, и любительской этой лиги, и у нас
принимало участие 4 команды. А вот в этом году там уже, по-моему, свыше 14 или 24. Так что мы это делаем Спасибо. и будем делать. Я видел, как ребята играют. У нас же сборная даже есть паралимпийская по слэдж-хоккею. Или, точнее, называется хоккей-слэдж. Вот, и они играют блестяще. Это вид спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Он где-то в 60-х годах зародился, в 70-х там развитие пошло, а потом стал одной из дисциплин Паралимпийских игр. У нас очень хорошо ребята играют там, и будем обязательно развивать. Спасибо. Так, что касается другой темы, которую вы затронули, это увековечивание памяти. Конечно, можно и нужно называть турниры спортивные именем наших ребят, но турнир, знаете, вот турнир он идет, а потом он по каким-то причинам и перестал идти. Так? Вот. А вот если назвали учреждение какое-то, школу назвали, улицу назвали именем. Меня назвали Володина улицу Измана. брата Ну, моего, видите? да. Но это Я не наша этого не была знал, я инициатива, просто- а мы семьи вот сами. Присваивать имена наших ребят различным соревнованиям нормально. Но повторяю, мне кажется, что когда мы говорим о увековечивании памяти, то это должно быть на века. Сегодня турнир есть, а завтра его может не быть. А вот школа, не знаю, институт, улица. А? Слишком много ребят. Да. Школу Да. Вот такие вещи, понимаете, вот согласен. Вот над этим мы с вами, я вас прошу тоже, подумайте. Это должны быть разные варианты увековечения памяти. Над этим точно совершенно надо думать. Да. Вы знаете, я уже говорил как-то, но сейчас скажу еще раз. Мы же все смертны, правда? Конечно. И когда-то жизненный путь каждого человека заканчивается. Вопрос в том, как каждый из нас прожил эту жизнь. Вот. И вот ваши близкие, которые там прошли через эти испытания, которые не вернулись из зоны боевых действий, они достойно прошли. И для нас, им уже ничего не надо, для нас и для будущих поколений важно, чтобы их имена остались надолго. И их примеры, у меня прям с языка сняли, их примеры остались надолго. Поэтому это очень важный вопрос. Надо над этим думать и обязательно внедрять это в нашу жизнь. Внедрять в нашу жизнь. Так. Добрый день, Владимир Владимирович. В продолжение темы очень хочется сказать. Во-первых, я как православная христианка благодарю Господа Бога за то, что Он дал вам возможность и идею организовать такой замечательный фонд. Спасибо. Я Джаримова Елена Анатольевна, работаю в филиале фонда «Защитники Отечества в Адыгее». Мама 3 детей, бабушка 3 внуков. До этого 30 лет работала в филиале ВГТРК «Адыгея», делала телевизионные патриотические программы. Мой супруг адык, я русская, познакомились мы в Адыгее. Сейчас он под Курском, он ветеран боевых действий еще с чеченских кампаний, был разведчиком-снайпером ГРУ. Участник СВО, сразу пошел добровольцем и сейчас военный инструктор. Для моего мужа патриотизм – это, простите, волнуюсь, это дело всей его жизни. Более 25 лет назад он организовал военно-патриотический клуб «Единство» у нас в Адыгее, в котором он воспитал более 4000 подростков, подготовил для службы в армии. Они проводили все игры Зорница. Мы большое внимание уделяли воспитанию 2 сыновей и дочери, чтобы они выросли достойными людьми. Старший сын у нас тоже ветеран боевых действий, служит в вооруженных силах в Севастополе. Праздник свой справляет профессиональный 27 февраля.
Вот. И у моего супруга очень многие воспитанники, они ветераны специальной военной операции. И те, кто демобилизовался, они сейчас помогают в патриотической работе фонда. Я продолжаю дело своего мужа. И вот с его организацией мы буквально завершили проект «Портрет героя» по увековечению памяти героев-земляков. И вот сейчас делаем очень интересный просветительский проект «Игра герои-победителей» наподобие «Что, где, когда» для школьников. По темам Великой Отечественной войны, Афгана, Чечни, СВО. Туда приглашаются почетными гостями ветераны боевых действий всех локальных конфликтов. И они вдохновляют нашу молодежь. И я считаю, что это очень хороший вообще вот такой формат для прославления подвигов наших героев. Почему? Потому что для детей интересны проекты, конкурсы, игры, соревнования. И, понимаете, это объединяет и молодых людей, это объединяет людей старшего возраста, и это объединяет ветеранов боевых действий всех локальных конфликтов, которые, честно вам скажу, в последнее время обижаются, почему они не вошли в категорию «Фонд защитники Отечества», высказывали. Это объединяет всех нас, и каждый может нести свою лепту в нашу общую победу. Поэтому спасибо еще раз вам за создание фонда, и спасибо Анне Евгеньевне за все. Вы знаете, вот вы сейчас, когда рассказывали про то, что вы делаете, мне вот какая мысль пришла в голову. И ваш рассказ, знаете, вариантов добиваться нужного нам результата, в том числе и в патриотическом воспитании, очень много. И здесь, конечно, нужно очень творчески подходить. Вот если думать, всегда можно найти то, что будет интересным для тех людей, ради которых мы это делаем. А если это интересно, то это ложится надолго и оказывает нужное нам воздействие на формирование человека. Точно, совершенно. Поэтому... Так точно, Владимир Владимирович. Так, успехов вам. Спасибо. Добрый день, Владимир Владимирович. Я с Ингушетии. Являюсь супругой действующего участника СВО, ветерана боевых действий. Мой супруг участвовал во второй чеченской кампании в 2000-х годах. Значит, я являюсь также мамой 4 детей. Значит, что я хотела бы сказать. Я сама проработала 22 года врачом и помогаю тем ребятам, которые вернулись в зоны СВО, получили увечья и тяжелые травмы. Мы связываемся с самыми лучшими клиниками нашей страны, с докторами, которые могут нам помочь, ветеранам нашим. Значит, на примере одного подопечного хотела бы рассказать историю. Адам, ветеран боевых действий, он вернулся из зоны боевых действий и получил тяжелейшие травмы там. Он потерял, значит, после минно-взрывной травмы, потерял конечность, и ногу потерял, и парализовала его руку. Но, несмотря на все это, на и душевную боль, и физическую боль, Адам сжал, как говорится, кулак в свою волю и прошел большой путь адаптации. Ему было проведено 22 операции в самых лучших клиниках Москвы. Значит, последний раз, месяц назад, он получил оперативное вмешательство в клинике Юдина. И с аппаратом Елизарова уже приехал к нам в республику. И вы знаете, было, конечно, колоссальное удивление, когда мы увидели Адама. Значит, на 23 февраля у нас в фонде было мероприятие, и там был приглашен наш ветеран. И для нас было удивлением, когда с аппаратом Елизарова он поднял с этой парализованной, ну, когда-то парализованной бывшей рукой, как бы, да, поднял бокал. То есть я хотела бы, конечно, выразить большую благодарность нашим врачам, которые творят вот такие чудеса. И на примере Адама хотела бы сказать, чтобы наши бойцы никогда не сдавались, всегда шли вперед и верили в себя. И вам, конечно, огромное спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Спасибо большое. Вам, прежде всего, спасибо. Сказали, что из Ингушетии и завершили то, чем вы сказали, таким вот в самом лучшем смысле этого слова патриотическим призывом. Я, знаете, сразу что вспомнил. Среди защитников Брестской крепости было немало ингушей. Это тоже в характере людей с Кавказа и из Ингушетии тоже. Самые наилучшие пожелания всем вашим близким передавайте. Вас ингуши ценят и уважают. Спасибо большое. Спасибо.
Здравствуйте, меня зовут Зоя Степанова, я из Якутии, медицинская сестра, ветеран боевых действий. С первых дней СВО меня не покидало желание принять участие в действии в интересах страны, народа и своей семьи. Кроме своих должностных обязанностей, мы, хрупкие женщины, восстановили разрушенные здания под госпиталь. Наш госпиталь был рассчитан для раненых на 30 коек, но нам приходилось принимать до 100 раненых в день. И также активно работала у нас эвакуационная группа на нулевой точке. Там мы оказывали первую медицинскую помощь бойцам раненым, их сортировали и эвакуировали. И хочу я вам рассказать маленькую историю, которая случилась в преддверии 8 марта прошлого года. Ночью был прилет, где мы располагались в лесу на нулевой точке. Мы ждали команду, что, по рации ждали команду, что, может быть, есть 300-е, но рация молчала, и мы сами вышли с блиндажа, прислушиваемся, тоже полная тишина была. Но как-то мы в душе успокоились, прибежал сразу же мальчишка, говорит, есть 300-е. Мы побежали, взяв дежурную сумку вслед за ним, оказали под светом фонариков первую помощь. Это были бойцы, которые выходили с передового на баги, здоровыми, живыми, без ранений, на ротацию. Но их догнала на нулевой точке камикадзе и сделал сброс прямо по ним. Мальчишки двое получили тяжелые ранения, но мы сделали все и быстро эвакуировали в ближайший госпиталь. На следующий день вечером стучатся в дверь, в блиндаж, открываем, а там розы. Там? Розы. 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 Мы так удивились, это, оказывается, приехал командир раненых бойцов лично благодарить нас за жизнь своих ребят. Им врачи сказали, что благодаря оперативной, грамотной, слаженной работе медиков они стали живыми. И вручили самый красивый в моей жизни букет из белых роз. Все. Спасибо за внимание. Это хорошая история в преддверии 8 марта. Да. Владимир Владимирович, знаете, мы когда приехали все сюда... Извините, пожалуйста, я вот буквально два слова скажу. Ну, во-первых, медики выполняют важнейшую работу, важнейшую. Это и моральная поддержка, ребят. Если они знают, что рядом медики располагаются, это всегда внушает определенную надежду, что даже в очень тяжелой ситуации будет оказана помощь. Ну и вообще у нас российская военная медицина имеет очень давние хорошие традиции, глубокие, подготовка хорошая, очень профессиональная. Но особенно сейчас квалификация, конечно, в такие тяжелые, с одной стороны, моменты и годы, а с другой стороны, когда практика такая большая, то, конечно, растет качество работы медицинских служб. Вот. Но вот я еще хотел о чем сказать. Вот вы сейчас сказали, что пришел их командир, этих, как вы выразились, мальчишек. Да, вот. Они у меня даже под 60, за 60 они у меня всегда мальчишками. Мальчишки есть. Понимаю. Вот. Но что хотел бы сказать. Видите, командир пришел. Все-таки это говорит об уровне нашего офицерского корпуса. Все бывает в жизни, но все-таки офицерский корпус российской армии – это особая каста. И то, что в боевых условиях проявляются их лучшие качества, это абсолютно закономерно. И это, безусловно, опора
нашей страны, опора нашего государства. Так было во все времена, и в такие события, которые мы сейчас переживаем, это подтверждается вновь и вновь, и в наше время тоже. Это здорово. Да, извините. Да, я говорила, приехав сюда, мы с Зоей, когда увидели друг друга, мы поняли, что мы где-то встречались. И, ну, находясь на СВО, у нас имен же нет, только позывные. Вот мы именно определили по позывным, что мы друг друга знаем, именно в том направлении мы вместе и были. И я возила в их госпиталь, в котором она, да, вот создавали девчата, наших легко раненых бойцов. Это прямо в лесопосадках вы были? Я говорю, прямо в лесопосадках были там, да? Да? Я работала, да. Ну, вот прямо на переднем крае практически, ну, на ближайшем. На нулевом, да. Понятно. Ясно. Вам спасибо за мальчишек. Добрый день, меня зовут Монгушай Дысма, я из Республики Тыва, ветеран боевых действий, мать 3 детей, жена погибшего военнослужащего. В 23 году муж решил стать участником специальной военной операции. К примеру мужа, я тоже решила уйти за ним, так как имею медицинское образование. Я медик, он штурмовик, так и встали на защиту Родины. В связи с отсутствием возможности служить на одном подразделении, мы не виделись больше года. Хотя расстояние между нашими подразделениями было не больше 40 километров. И мне, как сопровождающего эвакуационного взвода, к большому сожалению, пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа. Так мы встретились, так мы увиделись, и так мы вернулись оба домой. И на этом моя задача как военного медика была выполнена. Теперь на мне большая ответственность в воспитании наших детей. И теперь я уже как мать и ветеран боевых действий всем нам желаю скорейшего мирного неба над головой, и победа будет за нами. Да. Владимир Владимирович, извините, она не договорила, что она сама вытаскивала в одиночку своего... Она сказала. Она сказала. Да, ну, в одиночку. А, в одиночку? В одиночку вытаскивала своего супруга. И мы вот, для нас, мы все с тяжелыми судьбами, с тяжелыми историями, но мы решили единогласно, что достойно государственной награды иметь силу воли, мужества в этой тяжелейшей ситуации. Обязательно обратить на нее внимание. Я с вами согласен. Вот. Но, вы знаете, такие истории, такие судьбы, да, которые достойны того, чтобы их оформлять в книгах, в стихах, Обязательно. в художественных фильмах, рассказывать в художественных фильмах, в произведениях искусства, для того, чтобы это оставалось надолго. Она такая маленькая, хрупкая, я даже не представляю, как. Аморально. Аморально. Как? Да. А наши дети, наши внуки будут расти на подвигах наших стремлений. Абсолютно точно. Так и должно быть. Да, есть чем гордиться, правильно. А как же так получилось? У вас между подразделениями, где вы служили, было 40 километров? 20. Мы служили в разных войсковых частях, у нас направление было одно.
а видеться мы так и не смогли, то сначала он уехал, потом я ушла за ним служить. И так получилось, когда он в отпуск приезжал, я уезжала. Как вас понимаю? С детьми виделись, а друг другом нет. Удивительно. Мы только знали, что с нами все хорошо. Если была связь, то мы могли созвониться, поговорить, и что с нами все хорошо. А как же вы оказались в том месте в то время, когда муж погиб? Мне сказали, он погиб 22 числа в Песчаной. Сейчас не помню. Хорошо. Как только мне сказали, что он погиб, я сразу доложила это все своему командиру, и он меня отпустил по семейным обстоятельствам. Но не было приказа, чтобы я поехала уже со своим взводом. Я уже поехала с его сослуживцем. Поехали, эвакуацию сделали, встретила уже на Ростове. А детям сколько лет? Младшему сыну 5 лет, средней дочке 9, а старшему 11. А где вы живете? В Республике Тыве, город Кызыл. В Тыве, в Кызыле, да, прям? Но дети ходят там в сад, учатся, да? Да, как только мы уехали на зону СВО, нам сразу выдали место в детском саду. А старшие дети ходят в школу. И вы оба уехали в зону специальной военной операции, а дети с кем остались? С бабушками, с дедушками. Пришлось всем вместе приложить немало усилий, чтобы Айдыс Маясовна уговорить повторно не идти на фронт. То есть она, в общем-то, у нас порывалась, и мы с большим усилием ее все-таки призываем остаться дома с детьми и посвятить свою жизнь воспитанию детей и как раз памяти супруга. Да, абсолютно точно. Я полностью поддерживаю и прошу вас этого не делать. Правда, я без всякой иронии, без шуток, но все-таки ребятишки, если у вас надо, поднимать их. Мама должна быть рядом. Да, но это удивительная история, конечно. Достойно того, чтобы это без всякой иронии, чтобы это оформлялось в каких-то художественных произведениях и тиражировалось для людей. Я хочу вам пожелать мужества, у вас его достаточно, терпения. Все ваши коллеги здесь. Если Анна Евгеньевна скажет, потом поговорим еще, что-то нужно сделать для того, чтобы помочь вам ребятишек поднять. Там мы все сделаем. Хорошо? Аня, договорились? Владимир Владимирович, вот если позволите, я как руководитель фонда этой семьи, которая сегодня здесь собралась, вот просто чтобы вы понимали, что действительно работают здесь такие люди. Большее количество, конечно же, женщин с такими судьбами непростыми, но при этом вы сами видите, насколько они сильные, но не утратившие ни доброты, ни широты души, и которые нашли в себе силы не только выжить и справиться со своими ситуациями, своими проблемами, но которые находят в себе силы помогать сотням, тысячам людей, других людей. И одно из направлений работы фонда действительно это увековечивание памяти героев. Мы уже создали трилогию книг, которые написали сами ветераны. И стихи, и рассказы, и прозы, на основе которых сейчас ставятся спектакли в театрах, снимаются фильмы. И если позволите, я в заключении встречи прочитаю одно из стихотворений участника специальной военной операции, простого парня
из окопа Евгения Земяткина из Тамбовской области, которые мы опубликовали в одном из сборников, который так и назвали «Честные высшие носить русский мундир». Знаешь, я скучаю, мама, по рукам твоим родным сильно. Я сегодня спал совсем мало, шел сквозь время по полям пыльным. Из окопа россыпь звезд ярче, сквозь туман опасность вновь душит. Завтра будет день еще жарче, тишину ночи орта глушит. А трава здесь, как у нас, мама, колосится и шумит ветром. Я ценил все это так мало в прошлой жизни, что была где-то. Я вернусь. Я обещал, мама, сквозь дожди прохладным днем марта. Даже мысли не впускай, малый, что иначе может быть как-то. Поэтому мне кажется, что это стихотворение посвящено в том числе всем мамам, всем женам, всем сестрам, от наших защитников, от наших мужчин. И спасибо, что вы сегодня здесь, в преддверии 8 марта, поздравляете наших женщин. Спасибо, Сергей Семенович, вам за вашу поддержку, за вот этот замечательный центр, который стал, еще раз подчеркну, домом и для наших ветеранов, и для их близких. Да, спасибо большое. Я тоже в заключение хотел бы сказать о том, что вот когда мы говорили о необходимости увековечить память о ребятах, которых с нами уже нет, это одна из важных составляющих и работы государства, и работы вашего фонда, но это работа для будущих поколений. А нам нужно, конечно, думать о тех, кто нуждается в нашей помощи сейчас, в наше время. И поэтому хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете это, за то, что оказываете помощь тем людям, которые выполнили свой долг перед Родиной, которые выполняют этот долг перед Родиной сейчас, за то, что вы оказываете им помощь и таким же, как вы, членам их семей. И такое все-таки вот в такой непростой ситуации хочу сказать, что поздравляю вас с наступающим праздником женским. Хочу вот еще сказать, что это, вы знаете, иногда мы слышим про молодежь, да, что молодежь какая у нас не такая, как была раньше. Да? Вот. А вот военный врач наш, да, фельдшер, говорит о том, что она всех ребят этих называет как мальчишками. Они все молодые люди. Вот такая, как была во все времена в России молодежь, такие люди, как были, такие и сегодня. И в этой связи хочу сказать и о женщинах в целом, о женщинах России. Вот они были, всегда являются и нежными, и красивыми, но в то же время и мужественными, и крепкими, знающими себе цену и цену тому, чему мы все служим, нашему Отечеству. Поздравляю вас с наступающим 8 марта. Спасибо.